Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об Алисе. Вы, наверное, спросите меня, какая конкретно Алиса? А я вам скажу, что это Алиса из фильмов Тима Бёртона, Алиса из компьютерных игр, а также Алиса из книг Льюиса Кэрролла. Впервые я прочитала книжку «Приключения Алисы в стране чудес», когда училась в начальной школе. Хорошо помню, что у подруги была толстенная книга с иллюстрациями и красивым шрифтом. Мне очень нравилась эта книга, и я одолжила ее. Спустя некоторое время я посмотрела мультфильм от студии Disney, которым также была очарована. И в детстве я очень хотела попробовать печенье из этого мультфильма. Мне было любопытно узнать, какой у них вкус. Мне почему-то казалось, что печеньки были сладко-соленые. Потом я посмотрела советскую экранизацию Алисы, и, как по мне, это милая версия, но там очень много коричневого цвета. Примерно в это же время мама подарила мне мою первую игру, которую она купила в Иркутске. Я до сих пор помню мое первое впечатление от музыки в начале игрового меню. Игра получилась очень атмосферной, красивой, эстетичной и жуткой, в хорошем смысле. Моя самая любимая локация в этой игре – это крепость дверей. События второй игры происходят почти сразу после концовки первой. Хотя Алиса живет нормальной жизнью, она продолжает испытывать кошмарные галлюцинации. Некоторые люди говорят, что эта часть получилась затянутой. Может быть, они и правы. Но что касается меня, то мне все пришлось по душе. Мне также понравилась музыка и концепция этой игры. Стоит отметить, что эта часть получилась очень красочной. Понравилась идея с адским поездом, когда шляпник проводит Алису к железной дороге. Алиса понимает, что поезд мешает восстановить воспоминания в единую картину. Любимая локация в этой части – это замок Червонной Королевы. Особенность книг Льюиса Кэрролла, по моему мнению, в том, что каждый читатель воображает свою сказку. «Страна чудес» не нуждается в логике, поэтому это место так прекрасно. Как там говорила Алиса, все чудливей и странноватей? Наверное, как и сам Тим Бёртон. Мне кажется, что его фильмы – это переосмысление этих произведений. Когда мы были детьми, мы вместе с Алисой путешествовали по стране чудес. Годы прошли, и многие повзрослели. Вместе с нами повзрослела и Алиса. Поэтому Бёртон решил подарить нам возможность вернуться в страну чудес и вспомнить свое детство. Главная героиня больше погружена в свою реальность и происходящее вокруг, чем в сплетни. Алиса здесь очень решительная. Самый обаятельный персонаж – это чеширский кот. А шляпник в исполнении Джонни Деппа получился очень чудным. Сценарий фильма может не самый удачный, но я думаю, что его компенсирует актерская игра и визуальный вид страны чудес. Радует, что в каждом фильме прослеживается собственный стиль Бёртона, которому он никогда не изменяет. Мне кажется, что этот мир должен быть таким – мрачным, таинственным, сумасшедшим, завлекающим, необычным и странным. Все эти качества отражаются во всех упомянутых мною проектах. А что вы об этом думаете? Какая Алиса вам нравится больше и почему? На этом все. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Надеюсь, вы хорошо провели время. Пока-пока.